Группа Torch была образована в Майами в 2004 году бывшими участниками групп Floor и Cavity, гитаристами Стивом Бруксом и Хуаном Монтоя, а также басистом Джонатаном Нунезом и барабанщиком Риком Смитом. Первый одноименный альбом группа выпускает в 2005 году на лейбле Robotic Empire. Заглавный трек альбома «Church of the Brown Recluse» был новой версией одноименной песни, записанной участниками Torch еще в составе группы Floor. В 2008 году группа выпускает на Hydra Head Records свой второй альбом «Neanderthal», получивший положительные отзывы от критиков, в частности от музыкального издательства Pitchfork. Продюсированием альбома занимался Курт Беллу, гитарист Converge и владелец студии звукозаписи God City Studio, специализирующийся на работе с независимыми музыкантами альтернативной и метал-сцены. Обложка Neanderthal была нарисована фронтменом Isis и Old Man Gloom, владельцем лейбла Hydra Head Records Аароном Тернером. А в январе 2009 года журнал Decibel Magazine поставил альбом на первое место в свой список топ-40 экстремальных альбомов 2008 года. Также в 2008 году Стив Брукс совместно с участником группы Russian Circle с Брайаном Куком и Хуаном Веласкесом из группы Эбби Года дают интервью для портала Stranger, в котором открыто заявляют о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Интервью стало важным событием для метал-сообщества, а музыканты стали одними из первых и до сих пор немногих открытых геев в металле. После выхода Neanderthal в конце того же года в связи с расходящимися взглядами на дальнейшее творчество группу покидает гитарист Хуан Монтоя. Позднее в одном из интервью Стив Брукс признался, что уход Монтоя сопровождался серьезным конфликтом между музыкантами. На протяжении следующих 2 лет Torch выступает составом из 3 человек. А в 2009 году, совместно с японской группой Boris, выпускают пластинку Chapter Ahead Being Fake. В США альбом был издан Hydra Head Records, а в Японии на лейбле Daymare. Однако японский релиз без согласования с Hydra Head произошел раньше американского, из-за чего нелицензированные копии очень быстро попали в интернет и распространились по всему миру. В 2011 году к группе присоединяется новый гитарист Эндрю Элснер, и уже в 2012 Torch выпускает альбом Harmonicraft, самостоятельно спродюсированный участниками группы и сведенный Куртом Беллу на God City Studio. Альбом попал на 30-е место в списке 50 лучших альбомов 2012 года по мнению портала Stereogum. В феврале 2015 года группа выпускает свой 4-й альбом «Restarter». Альбом был спродюсирован гитаристом Torch Джонатаном Нунезом и по традиции Куртом Беллу, а выпущен на большом независимом метал-лейбле Relapse Records, известном работой с Mastodon, Dillinger Escape Plan, Neurosis, Peak Destroyer и High on Fire. Для рекламы альбома Relapse выпускает 16-битную игру Torch против робота, а фанаты группы могли загрузить видео с прохождением игры на время в роли каждого из музыкантов. Обладателям лучших результатов лейбл подарил эксклюзивные наборы из пластинки с новым альбомом, билетов на один из концертов тура артиста и официальный мерч. Альбом становится следующей ступенью в карьере артиста, получает высокие оценки от порталов Kerrang, Pitchfork и Exclaim, в частности благодаря характерному дум-поп звучанию, как нарекли его музыкальные критики, а также становится самым тиражируемым в карьере группы, попав на 133 место в рейтинге Billboard Top 200. В 2016 году группа покидает Эндрю Элснер. Как выяснилось позднее в его интервью портала Outlaws of the Sun, уход не был его собственным решением. В 2017 году, в середине мирового тура, к Torch присоединяется бас-гитарист Эрик Эрнандес, а Джонатан Нунес становится за гитару. Для того, чтобы освоить гитарные партии для турового материала группы, у Нунеса было всего 9 дней между заканчивающимся тогда европейским туром и началом тура по США. В 2019 году Torch выпустили свой последний на сегодня альбом Admission. Как и предыдущий, он был выпущен на Relapse Records и получил положительные оценки критиков.
Admission, в отличие от предыдущих альбомов, звучит куда более мелодично и шугейзово, что и отметил Нунез в своем интервью для Stomp and Stammer, комментируя собственный бренд гитарных усилителей и педалей Nunez Amplification. Подход к написанию текстов также претерпел изменения. В своем интервью для AllMusic Стив Брукс отметил, что лирика Admission куда глубже предыдущих альбомов. Однако написание текстов стало для него непростой и по-настоящему ненавистной работой. 14 мая 2019 года обновленный состав Torch выпустил первый сингл с нового альбома – композицию «Slide». Песня была написана новым участником Torch, бас-гитаристом Эриком Эрнандесом. Как отметил позднее Эрик Смит, Эрнандес – монстр написания песен. Послушав первые 3 альбома Гэри Ньюмана, он вернулся к нам с полностью готовым материалом, мелодичным и точно отражающим настроение всей команды. За 16 лет карьеры группа прошла долгий путь формирования собственного звучания. Выступила на множестве музыкальных фестивалей и съездила в огромное количество сольных и совместных туров, в числе которых туры с Mogwai, Baroness, Russian Circles, High on Fire и многими другими. А в марте 2020 года Torch в рамках своего тура в поддержку нового альбома впервые посетят Москву с сольным концертом.